Трансляция. Да, вижу, трансляция идет. Так, как меня слышно? Да, вижу, трансляция идет. Так, как меня слышно? Так, как меня слышно? Так. Слышно меня хорошо. Проверка звука. Со звуком что-то сегодня. Ну-ка. Слышно меня хорошо. О, нормально. Проверка звука. Так. В общем, в чем проблема касалась? У каждого объекта есть свой идентификационный номер. У каждого объекта есть так, нормально. Свой идентификационный номер, так его назовем. Ага. В чем заключалась загвоздка? То есть, когда мы копируем объекты, мы в этих объектах не наблюдаем здесь этого номера. Пообщался с разработчиками, они предложили использовать переменную UID, например, сделать не переменную, и каждую переменную можно, оказывается, изменять в объекте. То есть в одном объекте она у меня 1, в другом объекте 2, в другом объекте, хотя это один и тот же объект. То есть переменная, которая даже вот у одного и того же объекта, да, вот я скопировал объект, смотрим объект 0.3, объект, то есть я могу здесь уже поменять переменную, например, на 5, да? Больше 5 нигде нет. Но тут главное не запутаться вот с этими переменными. Здесь придется это делать все вручную, то есть номера проставлять, если у вас больше одного объекта. Для чего это делается? Иногда нужно, чтобы объект идентифицировал, с каким объектом он соприкасается. С каким объектом он соприкасается, если это множественные копии. И здесь как раз помогает вот эта переменная, создаваемая вами. Здесь дальше я создаю, давайте все с нуля, наверное, сделаем нахер. Мы сейчас сделаем новый уровень и сделаем в нем так, нажать для добавления сцены. Так, и здесь, короче, сделаем спрайт, спрайт сделаем пол, да, какой-нибудь. Пол. Применить. Так. Сделаем. Персонажа красненького. Все, применить. Заодно я закреплю сделанный результат. Так, и дальше нам надо 3 текстовых перемен, 3 текста. Первый объект. Назовем его UID. Он будет показывать, с каким объектом мы соприкасаемся. Второй у нас будет объект
текст, назовем его взял игрок или не взял граба. Оставим его вот сюда. И сделаем текстовую переменную для глобального. Здесь надо две переменные. UID global. Здесь будет показано, записано ли оно у нас глобальную переменную. Так. Очень нелегкое понимание этого процесса здесь, честно. Ну, то есть, кто внимательно смотрит, поймет, конечно. Сейчас мы все делаем по старинке. Создаем платформер обычный. Так, проверяем. Ой, я, кажется, тексту добавил. Не тому добавили. Да, можно, так сказать, и еще и текстом управлять. Всем можно управлять здесь. В чем чудо этого конструктора? Это конструктор находка. Тем более я сейчас решил эту проблему, так это вообще супер. Супер-пупер, пара-трупер. Так, здесь у нас это плеер у нас. Плеер, чтобы не путаться, применить. Так, у плеера нам надо выдавать поведение. Поведение платформера. Все. Теперь мы создаем какой-нибудь спрайт. Назовем его клон. Клон. Добавим ему какой-нибудь спрайт. Ну, например, клон у нас будет шариком. Изменить. Такая сфера. И теперь, внимание, у этой сферы мы создаем переменную. Можем создать здесь переменные экземпляры. Что добавить? UID. UID, ничего не ставим. Все. Теперь я копирую Ctrl свой объект. И везде вписываю это цифра 1, обязательно в сторону, цифра 2 в сторону, цифра 3 в сторону, иначе она просто не запоминает по какой-то причине, видите? Так сохраняет цифру. Здесь 4, тут 5, тут 6. Так, везде проставили. Теперь нам нужно, чтобы наш персонаж, когда соприкасался, сначала мы сделаем, так, сделаем много-много условий. Здесь сделаем постоянно, чтобы наш текст, где он наш текст UID, изменить текст, выбрать на переменную. Так. Переменная объектами нужно. Вот. Command Press со всех объектов. Переменная объекта. Выбрать объект. У нас есть еще одна ошибка. Мы сюда вернемся. Нам нужно обязательно создать группу. Создать группу и назвать ее то, что мы что копируем наш объект. Да? Rename. Это у нас сфера. Так, и теперь в сферу нам нужно добавить наш клон. Все, теперь у нас со всеми клонами будет происходить одинаковые действия. То есть здесь у нас переменная будет. Где у нас тут переменная объекта? Common Express все объекты. Переменная объекта. Выбираем нашу сферу. И здесь переменную мы так не сможем ее выбрать. Мы вписываем по памяти UID. Все. Теперь всегда текст у нас будет показывать переменную объекта. Дальше делаем соприкосновение плеера. Так, ищем коллизию, столкновение. Если он не физический, то он, в принципе, будет сталкиваться так с объектом, с группой сферой. И при столкновении мы будем изменять вот этот текст. Да, вот здесь вот поставим на вот это.
Так, смотрим. Так, 0, 5, 6, 5, 0, 3, 2, 1. Видите? То есть он где соприкасается с объектом, он списывает ее переменную. То есть вот player находится столкновение в группе из этих сфер, и он записывает переменную той сферы, с которой он соприкоснулся. То есть таким образом мы уже начали определять, с чем сталкивается объект. Дальше. Нам нужно создать с вами в глобальных настройках глобальную переменную UID Global. И записывать в нее значение. Сейчас мы возьмем переменную, значение глобальной переменной UID Global. Так, UID Global. Вот она. И здесь мы должны вписать. Так, здесь пишем текст. На русском. Чтобы быстро найти текст. Вот, текст преобразовать в число. То есть у нас, который текст здесь отображается в нашем тексте, будет преобразовываться в число и отправляться в глобальную переменную. Здесь выберем тоже текст. Вот он текст. И выбрать объект, который нам нужен. У нас сейчас записывается вот в этот текст. Все. Теперь у нас ставим применить. Теперь у нас глобальная переменная принимает значение того текста. Ну, это очень сложный процесс, и это надо осознать и понять и простить, как говорится. Когда мы здесь соприкасаемся, наша переменная, которая у нас записана в каждом объекте, отправляется в этот текст. Этот текст нужно конвертировать в число и отправить в глобальную переменную. Сейчас я объясню, зачем мы это все делаем. Отправить в глобальную переменную. Так. Далее нам надо создать, можно глобальную переменную, можно локальную, в принципе, глобальную переменную. Так, она у нас будет называться grab. И поставить ей значение 2. Мне 2 удобно. Так. Далее мы пишем, что когда игрок находится в столкновении сферы, если grab равно 2, нет. И кнопка нажата, да, у нас там так, мышь тач, кнопка нажата, левая, окей, то значение grab переменная. Я говорю, тут работа в основном с переменными, поэтому чем больше ты начинаешь в этом разбираться, тем круче ты становишься. Вот он наш grab. Выставить оператор, значение 1. Так, здесь мы должны это скопировать и изменить наш текст в грабе. А здесь изменить значение переменной на глобальную переменную. Grab. Чтобы видеть, взяли мы, не взяли, как число меняется. И дальше, когда мышь нажата или отпущена правая, дополнительная, мы поставим grab 2. Так, проверим. Левую нажали, у нас единица. Так, ну по какой-то причине мы правая кнопка у нас срабатывает только. Почему у нас в касании срабатывает? Это странно. Ладно. Поэтому здесь я ставлю какую-нибудь другую кнопку на клавиатуре, например, клавиша нажата, Space. Ну, это чтобы по примеру понять.
Space, окей. Потому что мышь как-то неадекватно, что в констракте... Так, а что у нас? Кнопка 1 нажата. Понял. А Space мы можем нажать только когда, или правую клавишу, когда у нас условия, да, я забыл поставить. Глобальные переменные, граф равно единице. Так вот. Теперь должно работать. То есть мы наехали, нажали, у нас... Странно. Очень странно, потому что все работало. Так, кнопка left опущена. Странно, почему он у меня требует, чтобы он был в столкновении. Ну давай уберем столкновение. Нет столкновения, нет condition. Или он все равно будет в столкновении. Ну ладно. С этим позже разберемся. Дальше продолжаем. Так. Нам надо теперь добавить условия перетаскивания объекта. То есть если переменная... Не то переменная... Grab равняется единице. Вот здесь нам надо теперь создать условие, что нам надо проверить у сферы значение переменной. Так, назвать переменную UID, выбрать равно, и здесь присвоить значение глобальной переменной, которую мы получаем, так, текст глобальной переменной, в которой мы вписываем то, что мы забираем из текста. Так, здесь мы также должны поставить глобальную переменную. Сейчас мы ее поставим, чтобы увидеть. С глобальной переменной. Применить. Окей. Теперь, когда игрок наезжает на сферу, вот эта переменная глобальная, здесь у нас переменная объекта. То есть переменная объекта равна нулю, она вписалась из текста в глобальную переменную, мы ее получили. И теперь мы будем просто сравнивать здесь. Переменную сферу мы сравним с глобальной переменной. Если они одинаковые, то есть 3, 3, то мы перетаскиваем сферу. Прикрепить объект к позиции. Вот он, позиция объекта, выбрать оператор, позиция. Так, позиция по X. Выбираем объект сфера, которая у нас группа. Так, здесь копируем это. Не люблю это переставлять, поэтому я делаю по-быстрому. И все, у нас готово. Здесь прибавляем, вычитаем минус 50, примерно, не 50, давайте 30, прикосновение было. Так, все. Не сделали отмену. Global переменную сюда перетаскиваем граба. И ставим двоечку здесь. То есть пустое условие, чтобы он отпускал ее. Наехал, 0,0. Нажимаем. Так, единицу, он у нас ей выстреливает.
Ну, это, конечно, прикольно, что появился такой эффект. Так, ладно, вернемся сюда. Что мы не так сделали? Тут все то же самое. Граф. Здесь у меня все работало прекрасно прям. Вот мы подходим, нажали, он прицепил, таскает, нажали, он отпустил. Подошли, нажали, отпустил. То есть тут у нас все прекрасно работало. Группа. Так, change position group, объект. Все то же самое. Либо положение как-то влияет кнопок, что ли, я что понять не могу. Так, находится столкновение с групп. Так, ладно. Все то же самое. Ну, объект находится в столкновении с группой, камыш отпущена. Так. Вот так сделаем. Дальше. Space нажато, граф 1. Стоп. Какой граф 1? Ну правильно, да. Где у меня Space? Окей. Далее мы сделали переменную grab и сравнили две переменных. Здесь тоже. Стоп. Вот у нас автоматически, да, global переменная получает текст. Так, вот это вот удалим. Во. Вот она ошибка. У меня объект, а не группа здесь, позиция. Тут ты, блин. Положение по x. Мы выбрали объект, а надо было выбрать группу. Все. Вот поспешишь. Пользователя не смешишь. Так, y. Все вроде то же самое, да? Что мы сейчас изменить? Стоп, мы неправильно изменили. Здесь теперь у меня он будет походу выстреливать тоже имя. Она работать просто перестала. Вот как оно работает. Так, хуево. Так, ладно. Позиция, command, position. Позиция объекта, да, у нас была. Ctrl-T, Ctrl-V.
Подожди-ка. Угу. Тут тоже он стал выстреливать. Потому что. Это 10 мы вообще зря взяли. Пускай просто следует. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Тогда попробуем другим способом присоединить. Позиция размещения объекта. Позиция по X, да? Положение. Положение у нас наш объект группа. Применить. Позиция по Y. Ctrl, так, не то. Ой, стоп. Мы же к игроку присоединяем группу. Че я туплю? Так, положение по X. Объекта нашего применить. Вот она ошибка была. Я применял сам объект к объекту. Ну, кто-то уже понял, чем я тут занимался. 40. Дистанция 5. Угол в градусах 0. Ну, то же самое будет, что с позицией должно быть. Так. Да. И сейчас исправим там ошибку эту. Ошибка в чем была? Мы к сфере присоединяли позицию сферы, и она улетала у нас. Ну, то есть мы научились кидать мячик. А нам надо было позицию объекта сферы присоединять в позицию игрока. Это мое тупление. Так, X, игрок, player, применить, Ctrl-C, Ctrl-V, здесь меняем на Y и ставим минус 40, например. Ну, это если без угла мы все делаем. Все, теперь должен работать. Все, взяли, тащим. Единственное, что мы забыли отключить, когда у нас условия находится в сфере, то при условии, что граф должен быть 2. Чтобы сферы остальные не реагировали. То есть, когда мы только отпустим, тогда они будут реагировать. То есть, мы взяли, так, сфера все равно продолжает контактировать с нами. Почему? И здесь то же самое. Да. То есть переменные не должны у нас изменяться, пока мы не отпустим на этот объект. Вот мы взяли объект, все, переменные нигде не меняются. Мы отпустили объект, теперь у нас переменные везде работают. Мы взяли, в остальных местах они у нас не меняются, мы таскаем, например, эту сферу. Подошли сюда, отпустили ее, так, дайте-ка на правую кнопку попробуем все-таки заменить. Так, мышку готова, кнопка нажата, правая. Просто интересно, сработает это или нет. Так, да, сработало. Вот я таскаю объект. Объект является клоном. Это была большая проблема в этом движке, конструкторе. И я показал, как эту проблему решить при помощи переменной. И спасибо разработчикам, и модераторам, которые очень яростно боролись за эту идею, помочь решить эту проблему. И мы ее все-таки решили. Это решает большинство проблем с клонированными объектами. То есть мы сейчас можем каждый объект идентифицировать и работать с его переменной. Я показал, как обращаться к переменным, как сравнивать переменные. Надеюсь, это было понятно, что мы здесь делаем.
При столкновении, если объект отпущен, то есть цифра 2 у нас активна, мы сканируем все текстовые данные, да? Единственное, что можем вынести grab вот сюда, чтобы оно постоянно сканировалось и показывало, что у нас нажато. Показывает, видите, правую кнопку нажали, она все равно показывает. Так, правая кнопка у нас отжата, и мы после этого, когда он находится в столкновении с сферой, он у нас записывает данные UID объекта. Вот здесь можно посмотреть. То есть текст UID записывает переменные в группы объектов, которые находятся сфера, и какой UID там присвоено. То есть мы каждый раз можем видеть в этом тексте наши UID-шки, которые мы здесь вписывали. Вписывали и получили их здесь. Здесь мы можем видеть глобальную переменную, которая называется UIG. То есть мы в этот текст запихали глобальную переменную. Так, запихали глобальную переменную. И дальше, когда мы находимся в столкновении сферы, если левую кнопку мы нажимаем, и значение у нас равнялось 2, изначально, которого я выставил, то мы переключаем значение глобальной переменной grab на цифру 1. Когда машина понимает, что она переключена на цифру 1, вот здесь мы идем, поочередно будем идти, вот сюда перетащим, понимает, что нажата цифра 1, мы сравниваем два значения, переменную самой сферы и равна ли она переменной глобальной, которой мы отправляли значение. Это очень важный момент, прям важнейший, чтобы эта штука работала. Получаем мы переменную. Сейчас я покажу, где. Вот оно, это условие. Сюда перенесем. То есть это у нас значит всегда, every tick по-другому. Мы получаем глобальную переменную, сконвертированный текст, вот из этого, который мы записывали нашу переменную с объекта, в число. То есть мы здесь его конвертировали в число и записали в глобальную переменную. И здесь мы сравнили уже эти две переменные сферы и переменную глобальной переменной. Если они стали одинаковые, то есть 3, 3, но они и так одинаковые будут, то мы дальше прикрепляем позицию сферы, в которой мы находимся в соприкосновении с сферой, мы прикрепляем к объекту. Таким образом он определяет, с каким объектом он взаимодействует. Это очень важная информация для этого движка, это важная информация для конструкта, это важная информация для GDevelop 5. То есть везде это важная информация. И единственное, что в конструкте 2 я когда создавал, там тоже есть это видео, можно посмотреть. Там проблема решается тем, что у них автоматически создается UID, то есть нам не нужно вот это вписывать все. Здесь я вписываю это все руками и делаю сравнение тоже ручками вот здесь. Вот эту формулировку я делаю ручками. Мне приходится делать, и в принципе, может быть, даже это более развивает ваш разум как программиста, если вы научитесь это делать. И дальше у нас, когда правая кнопка мыши отпущена, и grab у нас был единица равен, то есть мы что-то держали, мы переключаемся на grab 2. Grab 2 ничего за собой не тащит, то есть эта позиция цепляется, потому что она не истина. И мы отпускаем предмет. Когда мы отпускаем предмет, у нас все начинается заново. Смотрим, все работает. Пошли таскать, притащили куда-то, отпустили, там попрыгали с этим объектом, да, отпустили, взяли другой объект, притащили, отпустили,
Взяли другой объект, перетащили его сюда. Вот, все работает. Всем спасибо за внимание, всем хорошего, всего хорошего. Я надеюсь, что эта информация была полезной, поэтому лайки, они очень помогают развитию канала. И особенно сейчас по развитию программы GDevelop 5 будем заниматься интенсивно. Это очень интересная программа, рекомендую ее всем. И, конечно же, пристально ее изучать. Я буду делиться информацией, так что подписывайтесь. Всем всего хорошего и пока.